Всем привет! Меня зовут Дима, и я из команды Территория приключений. И в этом видео я хочу рассказать, как мы создавали АДВ Фест, который назвали Аджара Трек. Вот здесь вот интересно как. Блять! Ух ты! Здравствуйте, ребята! Практически все знают или слышали про такие регионы, как Сванети и Тушети, которые находятся в северной части Грузии, на обратной стороне главного Кавказского хребта, вдоль границы с Россией. Дорогу смерти на Амала через перевал Абана уже давно искатали все, кто желал получить адреналин и закрыть этот гештальт. У меня на канале тоже выходил ролик про Тушети и Хевсурети. Последний регион, кстати, вообще незаслуженно обделен вниманием. Так что, если не видел, посмотри, ссылочка будет в описании. Но мало кто знает, что в Верхней Аджаре и Гурии есть места не менее эпичные, красивые и масштабные. Местные дороги и тропы вполне могут посоперничать с дорогой на Амала по сложности. А по количеству живописных треков для эндуро и тур-эндуро мотоциклов, на мой взгляд, эти два региона вообще стоят на первом месте в Грузии. И если говорить коротко, это один из лучших регионов для проведения подобных мероприятий. Тут есть практически все типы покрытий, от глины, грязи до сыпучего песка. Уклоны различной крутизны, лес с огромными вековыми елями и зона альпийских лугов. Обилие ручьев и рек с камнями и порогами позволяет сделать гонку, в которой вы будете страдать даже на легком эндуро. Ну и, конечно, виды. Они тут просто сумасшедшие. Из-за уникального климата и близости Черного моря это смело можно назвать местом, где рождаются облака. Поднявшись на высоту более 2000 метров, довольно часто можно видеть вот такую красоту. Локаций и маршрутов, как вы могли заметить, не просто много, а очень много. Смотри, как кореец ведет. Выглядит, как будто он собирается продать мне лапшу быстрого приготовления. Я не понимаю, зачем ехать на фестиваль, если все равно грязь и комары? Блин, я вчера на балкон вышел, то же самое бесплатно. В этом году мы решили ограничиться только локальными мини-соревнованиями, проводить которые нам помогали наши друзья Мотохурма, база которых располагается в Батуми. Мы решили предложить нашим участникам несколько локаций, одна из которых была самой зрелищной для местных жителей, и назвали мы ее «Царь горы». Это апхил, или просто подъем, длина которого составляет чуть более 350 метров. Он состоит из нескольких участков с уклонами разной крутизны. Вся сложность подъема состоит в том, что если переборщить со скоростью, то можно запросто курвануть. А если ее не набрать, то есть вероятность туда просто не заехать. Здорово! Ты смотрел видео корейца? Да, вот прям сейчас смотрю. 350 метров подъем. Да я быстрее на лифте в Орбе поднимусь. Да я столько за пивом прохожу, и никто меня царем не называет. Да я бы на этот подъем на гусе задним ходом заехал. Скажу честно, мы не знали до начала мероприятия, какого класса мотоциклов будет больше. Поэтому значительно упростили задачу на этой локации, оставив траекторию подъема прямой, да к тому же еще и сухой. А само место старта в этот раз было произвольным, и многие разгонялись от Батуми, набирая пятую космическую уже на первой трети подъема.
Скорее всего, из-за зрелищности этой локации мы оставим ее на следующий год, но внесем долю экстрима в этот подъем. Тем более ни один из участников, приехавших на тяжелом мотоцикле, так и не решился испытать себя и свой мотоцикл на этом подъеме. Нам удалось за неделю до проведения фестиваля более-менее обустроить тренировочную площадку, на которой мы тоже провели часть конкурсов. Чистим от камней территорию. Сейчас вот грузовичок подъедет, в него покидаем кузов, все камни. И все, не будет камней здесь у нас лишних, только те, которые нужны. Вот так убирает все лишнюю траву, все выкосили, все чистенько. Старт на бревне, приезжается бревно, поворот налево и синий конус, видите, все. Молодец! Площадку сделали специально для тренировок. Ага, лужи, 3 камня. Прям Red Bull Романьякс. О, смотри, какие мотики. Это хрень. У меня лучший адвенчур. Кстати, суки у тебя говно. Не думаю, что она останется в следующем году, так как есть идея перенести ее в более рельефную и живописную локацию в лесу, неподалеку от базы. Попав туда впервые, я ощутил себя ребенком в огромной игровой комнате, которому разрешили делать все, что придет в голову, не опасаясь получить пиздюлей от взрослых. Так что всем, кто хочет испытать себя и своего коня на прочность, welcome на следующий год. А что касается самой поляны, мы все же решили оставить ее под тишину и дзен, которым вы будете наслаждаться, приезжая к нам. Так что смело можете брать с собой подруг, жен и даже персонального тренера по йоге. Мы потихоньку обустраиваем это место и постарались сделать ваше пребывание на базе более комфортным, насколько это возможно на высоте 1650 метров. Нам однозначно есть куда расти в плане развития локаций для покатушек и в плане развития комфорта и инфраструктуры. Ты знаете, что самое прикольное? У нас туалет чище, чем в некоторых ресторанах. Охуенный туалет. Новые просто блестят. Респект. Я первый. Все шикарно. Что-то говорит, бассейн делаю. Если там бассейна будет, я говорю, отсюда не уеду, тут буду отдыхать просто. Да, баня русская будет, чаны будут с подогревом, все Вот поставим. это прям, слушай. Тут будет вообще лакшери эндуро. Да ты не выгонишь потом отсюда никого. Мне кажется важным получение эмоций от дикой, нетронутой природы. Кайфанули? А теперь ответьте мне честно, давно ли вы видели такие закаты? Вечера под гитару у костра – это классика кемпинговой романтики. Мне кажется, что в такие моменты люди общаются и ближе узнают друг друга, потому что днем все были сосредоточены на соревнованиях, переживаниях и получении адреналина. Вот мой сын. Моя дочь. Вход на фест 50 лари. Да я за эти деньги куплю пиво, чипсы и буду все смотреть с дивана, безопасно и удобно. Говорят, выбрали Аджарию, потому что тут лучшие места для эндуро. Да просто где еще столько бесплатных камней найдешь? Ну да, они хвастаются маршрутами, мол, локаций тут навалом. Ну да, особенно ямы и колдобины, прям целая коллекция. Просто было Брат, офигенно. Это просто Это было А матом можно говорить? хороший день.
Матом можно? Это был просто охуенный день просто. Да? Понятно? А что ты видел? Расскажи, что тебе Не, показалось? подожди, Я подожди. весь мир видел вот так. На Бахмаро смотрели сверху. Ребят, все, кто не приехал тучи. сюда, вы пиздец, что потеряли. Не Я представляете. приехал на кабане. Пиздец. Но как бы сидя дома, смотреть видосы, типа как другие люди отдыхают, там веселятся, продолжайте так. Купите гуся. На второй день с утра приехали еще несколько участников. И мы поняли, что пора знакомить парней с другой интересной локацией. Аджарская восьмерка. Аджарская восьмерка, да. И сейчас поднимемся на пикапе, Сережа там с нашими парнями, короче, подстроит трассу. И сегодня ребята там немножко поотжимаются. Это небольшой участок выстроенной трассы на естественном рельефе, которую надо было проехать на время. Участникам необходимо было пройти 3 круга, пересекая отдельные контрольные ворота, расположенные на рельефе. В остальном они могли двигаться достаточно произвольно. Для кого-то это было легко, но верхняя точка разворота на таком уклоне, да еще с колеей, заставила напрягаться всех. Ну его нахуй. Ох я. И приз за лучшую произвольную программу в виде отдельно выполненного элемента курва тоже нашел своего хозяина. Стоп! А как же виды, горы и прочие красоты, про которые мы говорили и показывали в промо-роликах? Ведь многие приехали именно за этим. О, вот тут я могу смело вас успокоить и сказать, что все, кто желал, получил виды и красоты в полном объеме в формате свободных каток с гидами. Два КТМщика, короче, нашли друг друга на высоте 2755 сидят. КТМ не ломается. Есть о чем побазарить, да, тут наверху? Китайцы говно, КТМ не ломается, блядь, 4Т не едет. Мы поднялись на самую высокую точку Аджарии, гору Сокорния, на высоту 2755 метров, откуда открываются просто фантастические виды. И в общем, я не помню, чтобы в этом регионе было такое количество мотоциклов, одновременно катающих по местным грунтовым дорогам и штурмующим разные высоты. Это было действительно весело и круто. Говорят, виды там сумасшедшие. Сумасшедшие те, кто туда полез. О, смотри, мотоциклы дружно штурмуют высоту. Да они просто искали место, где сеть ловит. Что здесь творяется? Это план Б что-то мутит опять. Хотят что-то там... сварку, как КТМ ремонтируют. Хотят что-то сломать кому-то, чтобы что-то починить, да? 100%. Тимур уже что-то починил, да, вон. А красным горит ошибка Quickshifter, отъехал, и ошибка ECU. Сейчас показываю. Вот вторая.
Я надеюсь, что сейчас у ребят есть сканер, они подключат и постараются все это прочитать, затереть и посмотреть. Что. Хочу высказать респект нашим партнерам, единомышленникам, мотосервису «План Б», который находится в Тбилиси. Там ребята чинят мотоциклы, проводят туры, постоянно планируют какие-то ивенты. Подробности о них по ссылке в описании. Мультибрендовый, да? Да. В итоге сейчас такая ситуация. Надо заказать новый датчик вторичного вала коробки. Мне посмотрит Тимур, сколько он стоит. Блин, пробег мотоцикла 7,5 тысяч, короче, лег датчик. То ли от долгого стояния, то ли непонятно от дикой езды, не знаю, или плохой езды, или хорошей. Не мне судить. В общем, ситуация такая, что все-таки не удалось потушить сейчас чеки. После того, как я поменяю датчик, я думаю, что, наверное, все должно работать, в том числе и квикшифте. Ну, буду держать вас в курсе. Смотри, КТМ светится как гирлянда. Это просто новогодняя елка для богатых. И квикшифтер у него не работает. Да у КТМ квикшифтер работает только в рекламе. У него еще с ошибками на панели. Зато у японцев все просто. Там только бензин и все, никаких сюрпризов. Короче, КТМ говно. Ты хоть раз ездил? А зачем? Я ролики смотрел, там и так все понятно. Многих потенциальных участников и зрителей интересовал вопрос питания. Я писал в своем телеграм-канале, что, возможно, мы успеем поставить смокер. Но, к сожалению, возможно, не случилось. В общем, у нас есть результаты по первому дню. И сейчас первый приз мы хотим назначить за самый креативный подъем. Не быстрый, не крутой, а самый креативный подъем, на наш взгляд. Вот мы это увидели, мы кайфанули с этого. И зрители аплодировали, больше переживали. Это Игорь. Да. Мы хотим подарить ему мембранные термоноски. Они всегда тебе пригодятся в твоих дальних поездках. Наверное. В остальном никто не остался голодным, а цены в кафе были на уровне копеек по грузинским меркам. И за 10-20 лари можно было спокойно от пуза поесть и выпить. Говорят, смокер не успели поставить. Вот видишь, а я предчувствовал и не поехал. А, было весело и круто. Ну, конечно. Бухали 3 дня, мотоциклы точно так и простояли на парковке. Какое же грузинское застолье без тамады? И у нас он, конечно же, был. Это мой друг и партнер по развитию этой территории Шота Маглобели. Тем, кто знаком с ним лично, знает, какой он душевный человек. Но мало кто знает, что он вместе с нами, как член команды, спал по 3 часа в сутки, решал, казалось, неразрешаемые вопросы и поражал своей мудростью. Гмадлоп Геницвали. Да, Дима только сегодня приехал, ну ничего. Я бы хотел сказать огромное спасибо участникам фестиваля, всем тем, кто приехал. Роме, он же батя из Челябинска, на своем Триумф Тайгер 1200. Ребята, красота неописуемая. Да, нравится? Очень. Так, сейчас. Чтобы... Мы выше облаков. Очень много энтузиастов, заинтересантов. Да? Что, поедешь катать с нами сегодня на Сокорне? Обязательно. 2755 сейчас поедем. Обязательно. Андрею из Сочи, который посещает уже 2-е мероприятие, в организации которого я принимаю участие. Ребята, приезжайте сюда, здесь просто великолепие. Просто фантастические виды, и Дима молодец. Роме из Тбилиси на Нордене, парню из Палестины Мухаммеду, Палестине. всем парням из Батумской и Тбилисской эндуро тусовок, всем тем, кто не поленился встать с дивана и приехал за новыми впечатлениями. 2-й день, стартуем. Я с ребятами мысленно сегодня поберегу себе свои силы. Выиграл вчера в номинации
самый сердобольный дедушка, который дал мне бутылку коньяка за прикольное падение в конце подъема. Не, это реально круто. Да? И вечерние мероприятия, и дневные мероприятия. Программа плотная, за один день успеваешь и в горах порыгать, и в мероприятиях поучаствовать, да. Эмоции, конечно, перед стартом незабываемые. Ну я же вам обещал, что вам будет весело. Видео или фото? Видео. Что ты делаешь, расскажи. Я недавно думал приобрести стул. И так получилось, что я его выиграл. Давай, иди на клип. Так что теперь можно с полной уверенностью сказать, что фест прошел в международном формате, как и планировался. Ну какая-то часть английский, русский и грузинский. Прикольно. Готов сделать адскую кухню сегодня еще раз людям. Понравилось, да? Вчера было Да. очень круто. Да, помучились. Все вон это визжали от восторга вчера. Только сейчас на монтаже я понял, что мы были так заняты проведением мероприятия, что даже нет нормальных кадров с нашим участием. Я всегда удивлялся, как одна идея и общие интересы могут объединять людей. Но еще больше удивляюсь, когда эти люди вместе с тобой строят какой-то проект и при этом отдают все силы. Дождь, холод, темнота, жара, постоянная усталость и недосып стали нашими друзьями. Уставший Ромка. Денис, Шота, Рома, Володя, Арсений, Слава. Парни, спасибо, вы сделали это. Получилось ли у нас хорошо провести первый АДВ-фест в Аджаре? Думаю, что он получился каким-то теплым, домашним, без лишней нервозности и мандража, как в более серьезных соревнованиях. Нам, безусловно, есть куда расти и однозначно есть что улучшать. Конечно, у нас были ошибки в расчетах и небольшие косяки в организации, но это и называется опыт, и он важнее любой диванной теории. Будем ли мы проводить АДВ-фест в следующем году? Однозначно да. Они в следующем году опять будут проводить фест? Отлично. Я опять не поеду и опять всем расскажу, как нужно было сделать.